Всем привет! Я понемногу расширяю границы своих путешествий и продолжаю путешествовать по Азии. Очередные несколько недель я проведу в разных крупных городах Китая, а также расскажу об автономных областях, о Гонконге и Макао. Я постараюсь показать вам все и обо всем с разных сторон, в каком городе, где и что можно посмотреть, а вы заранее для себя сможете решить, что стоит вашего внимания в будущих путешествиях, а что нет, чтобы провести ваше время с максимальной пользой. Приехал в такой интересный район. Здесь очень старые такие дома, но сделали их очень интересно, в разные цвета. Каждый дом рядом стоит в разных цветах. Желтые, синие, зеленые, красные, розовые какие-то. То есть очень интересно сделали. Дальше желтый вот у меня, тут с другой стороны красный, белый, какой-то розовый. Тут вот дальше зеленый стоит возле савана. Довольно-таки неплохо придумали. При том, что эти дома уже очень-очень старые и прям, если подходишь ближе, вот, не знаю, передаться на камере или нет, то по ним прям видно, что это уже очень-очень старенькое. За исключением, наверное, вот этого. Но его, я так понимаю, построили позже и уже потом, скажем так, в стиль других сделали в этом райончике. Сейчас раннее утро, где-то примерно 6 утра. И я иду с камерой, снимаю эти дома, и на меня все так смотрят, китайцы, ну не только китайцы, много иностранцев здесь в Гонконге, кстати. Типа, что за чувак в 6 утра с камерой что-то ходит, снимает, совсем что ли? Люди такие все опухшие, бегут на работу, он ходит, что-то снимает. Поэтому немножко странно, пока парень здесь не признаю за своего. Но вот эти домики очень красиво, мне прям нравятся, здесь как сделали. Старый, но очень красиво. При том, что рядом с ними стоят очень большие высотки. Ну, примерно, наверное, этажей тут по 60-50. И рядом какой-то новый бизнес-центр стеклянный стоит. Свое путешествие из Гонконга я разделю на две части. О красивом и современном, с музеями и выставками, и о старом и бедном, со старыми традициями и храмами. А начнем мы со старого Гонконга. И в конце я расскажу, как можно быстро получить визу в Китай. Вот здесь можно сразу жилье арендовать. На доме висят ценники на аренду. И с какого числа можно заехать будет туда. Ну, вариантов много неплохих. При том, что все эти варианты находятся, скажем так, не очень домах по виду смешанных, но внутри очень все хорошо сделано. Ну, примерно как и везде, наверное, в Азии, домам, которым там лет 5-7 уже, они не очень выглядят со стороны, скажем так, а внутри все нормально из-за климата. Вот таких вот машин здесь много очень. По-моему, они все машины просто вот такие старенькие скупили у японцев и сделали из них такси. Ну, примерно как-то вот так это все аутентично выглядит. То есть халупы такие прям стоят старые, и рядом домик стеклянный новый стоит прям впритык к нему. И никого это не смущает, нормально. Еще есть ездят вот такие вот интересные мини-трамвайчики. Надо будет попозже на них прокатиться. Вот так вот примерно выглядит набережная между двумя островами Гонконга, основным и его, скажем так, маленькой частью. Разделяет их река, тут примерно метров, наверное, 250 шириной. И между этими островами постоянно курсируют экскурсионные кораблики, ну и
или разные, скажем так, регулярные какие-то корабли плавают. Вот, например, какой-то интересный плывет разноцветный кораблик. Там дальше. Очень много китайцев, гонконгцев, скажем, бегают по набережной здесь. Прям очень много, время 7 утра, а их очень много бегает. То есть они, вот я как понял, из того времени, пока я здесь, что они такие про работу и про спорт. Причем про работу очень жестко. Уже в 5, там, в 6 утра в основном они начинают все работать, все уже в движении в каком-то. Вот, кто-то бегает, кто-то работает. То есть прям очень такие трудолюбивые, скажем так, чересчур ребята. Вот, но в Гонконге, наверное, по-другому не получится, потому как цены здесь очень большие в Гонконге на все очень. Прям вот элементарно все зашел в 7-Eleven, взял кофе, и кофе вышло $13, то есть гонконгских, то есть примерно там рублей где-то 160. Ну, то есть как бы ценник такой прям сильно отличается от того же Таиланда, например, хотя тоже в Таиланде с 7-Eleven не берешь кофе, оно дешевле выходит намного. Поэтому как-то так. Да, мать, давай, разминайся. Я им сказал, что я не один сегодня буду. Короче, тетя разомнется, и мы с ней пойдем раздавать всем, кто не хочет работать с утра сегодня, контролировать пойдем процессы. Там еще одна, правда, разминается, но она как-то вяло разминается, поэтому мы ее будем контролировать, чтобы она нормально тоже работала. А то он как-то вяло стоит, не хочет. Что еще можно сказать о Гонконге? Очень, скажем так, интересно он в плане много интересных зданий. В основном, как сейчас модно, это стеклянные здания. Вот, например, как вот эти вот за моей спиной, какие-то здания инвестиционных компаний по названиям, там периодически они меняются, то на английском, то на китайском. Ну, в общем, понятно, что слово инвестмент, что это инвестиционные какие-то компании. Вот. И таких зданий, в принципе, весь Гонконг, наверное, состоит. Ну, не весь, а, наверное, половина. Половина это трущобы какие-то, и половина это вот такие здания, и из них часть офисная, большинство, и есть небольшая часть это жилые. Вот, ну, а где-то вперемешку. Вот, поэтому в целом, наверное, это городская жизнь больше. И такая прям работать и работать. Наверное, что-то похожее на Дубай. Примерно такая же история, что сюда люди приезжают или переезжают работать, либо зарабатывать там, но не просто так, чтобы побыть здесь. Постоянно вот сейчас хожу, снимаем по набережной, и постоянно вот этот вертолет летает почему-то. Сейчас не знаю, попадает он в кадр, нет? Вот сейчас попадет. Да. Не знаю, ну вот он сейчас садится на вертолетную площадку. Тут на набережной есть вертолетная площадка. И вот он летает сюда, садится. Вот как раз только что я оттуда ушел. Так бы неплохой кадр, может быть, получился. И здесь вот есть карты, где рассказано, где что находится, где вы находитесь, где еще что-то можно посмотреть на карте и так далее. И как называется этот пролив? Виктория Харбор. Поэтому вот как-то вот такие вот есть остановочки. Точнее, не остановочки, наверное, а просто места, где можно отдохнуть. Автобусы такие не ходят. Это просто, скажем так, в тенечке здесь можно сесть и посидеть. Потому что очень сильно жарко. Время 7:30, а уже пекет прям очень-очень сильно. Вот такие интересные какие-то почтовые ящики. Я так понимаю, тут можно кому-нибудь письмо отправить. В некоторых что-то лежит даже. Наверное, какая-нибудь история а-ля с влюбленными, что-то, наверное, связано, какое-нибудь такое. И вот такие вот
Есть всякие разные площадки с газончиком. Там дальше чуть-чуть есть где спортом позаниматься. А здесь, наверное, просто больше для детей. Как сделано, беседки с тенечком. То есть все довольно-таки красиво и аккуратно. Чем-то прям очень сильно напоминает Дубай. Такой прикольный торговый центр здесь находится прям посреди улицы какой-то жилой. И весь, скажем так, в каких-то зарослях, деревьях внутри. Очень красиво все сделано. Короче, по Гонконгу вообще непонятно. Вроде бы это Китай, а вроде бы и как-то со всего мира тут куча разных людей. И индусов тоже почему-то много. Я не понял почему. Вот, может быть, я в такие районы просто попадал, но почему-то их много. Они прям бросают среди всех сразу. Вот, а так очень много европейцев, русских тоже много в Гонконге. И, как я понял, работают, то и просто приезжают туристы. Просто с канадцем общался, хотя канадец похож на какого-то китайца, если, не знаю, может быть, просто там живет и такой, скажем так, внешности на азиатскую похоже. Вот. Но в целом ощущения двоякие, что вроде бы как Китай, но в то же время не Китай. Все равно как-то вот он отличается по еде. Если я не пытался найти китайскую какую-то еду, вроде бы что-то нашел, но не то. Вот сейчас поеду дальше в Китай, и я думаю, там уже будет то, что нужно. А здесь все равно как не так. А здесь такая интересная набережная. Сейчас заценим ребятам, покажем, как мы снимаем зрителей. Он, естественно, смотрит. Что, говорит, пацан снимает? Сейчас помашет, наверное, кто-нибудь. Ну вот на набережной примерно так выглядит. Такие вот интересные сооружения где стоят, которые окутывают растениями. Где-то больше, где-то меньше, видимо, недавно это все сделали. И еще не везде заросло полностью растениями. А здесь куча туристов и самих гонконгцев, наверное. Ну, много фотосессий, скажем так. Наверное, в основном фотосессии одни. Везде набережные. Ну, потому что виды очень крутые здесь. В эту сторону, если смотреть. Поэтому все фотаются. Но здесь они не так, как на материковом Китае, скажем так, немножко смотрят, там, заглядывают на туристов, им интересно, что делают. Тут они все привыкшие уже, туристами не удивишь, туристов куча, да и живет иностранцев много. Вот. Где визу сегодня делал, там бизнес-центр большой, и тоже много, несколько русских парней поднимались, которые там работают в офисе, офисные работники, чем-то занимаются. Вот. Причем интересно, так, они зашли сначала на русском, начали разговаривать, потом на какой-то вообще другой язык перешли, потом на третий перешли на английский. Ребята такие эрудированные, скажем. Либо кто-то что-то скрывал, чтобы их не поняли. Вот куча таких кафешек интересных, простых, но вроде бы все есть. А вот отсюда уже вот с левой стороны, где вот этот красный стол, отсюда отходит прогулочный корабль большой. Он такой в старинном стиле сделан. Сейчас подъедет, сниму. Вот. И
потом катает вдоль этих набережных. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. И высаживает обратно. Возле вот такого большого здания. Красиво. Это, по-моему, с опера связано. Если я не ошибаюсь. Здесь такая интересная часовня стоит возле набережной, вокруг которой также все фотаются. Ну и вокруг этого здания много всяких скульптур стоит. Непонятно. Это кто-то в школу, видимо, идет. А это кто-то контролирует. В общем, музей космонавтики какой-то на минималках, скажем так. Его, в принципе, со стороны все видно было. А ничего такого интересного не было. Вот, и какая-то история, театр чего-то там. Я не пошел, так как там народу очень много, не протолкнуться, ничего не снимешь. И оно того не стоит. Ну, наверное, поэтому они сделали вход там небольшой, вообще на какие-то 200 рублей, что ли. Поэтому смотреть особо, видимо, нечего. Так как туристическую завлекуху какую-то сделали, потому что здание это большое. Вот. Здесь еще такая часть его есть, подсвечивается, и фонтанчики льются, моргают. Вот. И что-то нужно было впихнуть, а не впихнули. Вот. Поэтому как-то так вот. Народу куча целая. Здесь какой-то плюс один с этого всего в Китае. Что никто ничего не понимает, ничего. За исключением там редким кто-то из русскоговорящих может встретиться. Вот как-то так. К этому интересному зданию оно что-то как-то вот волнами сделано, многоярусное и с кучей, скажем так, зелени по всему зданию. Как называется, К11 музея. Ну, это то, что торговый центр какой-то, я так понимаю. Вот так он примерно выглядит. С пальмами, со всякими. Ну, очень круто сделано, прям шикарно. Там паркинг, а тут так просто заходишь и гуляешь. Ну, в торговый центр я не пойду, потому что их тут много и не особо интересно. Они, в принципе, во всем мире везде одинаковые торговые центры, поэтому смотреть там что-то особо нечего. Магазины, все одно и то же. Единственное, я, наверное, попозже сниму в торговом центре магазин продуктовый именно. Очень интересно, все очень круто сделано, либо я в такой попал. Похоже на какую-то азбуку вкуса а-ля. Вот, все очень красиво, все очень чисто, все ухожено, продукты все свежие, ничего нигде не воняет, не грязно. И много выбора, всего интересного. Ну, плюс тому еще, конечно, всем с непривычки. Но, опять же, я помню по Китаю, когда раньше ездили, еще давно, до всех ковидных ограничений, сколько всего было в торговых центрах у них. Вот я сейчас это много чего вижу, что тогда видел. И много чего нового. Ну, либо я не помню. Вот, поэтому покажу. Я думаю, интересно будет. Метро. Я взял одну станцию проехал 3, на другую ветку пересел, как бы и спокойно. Не как везде по Азии, ты когда едешь, ты берешь жетончик на входе и на выходе его обратно кидаешь. И у тебя, соответственно, понимает, как ты правильно купил, проехал или нет. Если неправильно, тебе говорят, иди туда сходи, купи еще, доплати, и тогда выйдешь. То тут какая-то обычная карточка, как, например, в Москве в метро дается, и ты ее прикладываешь и проходишь. На выходе тоже нужно ее приложить и выйти. Но я думал, что да, я проехал дальше, просто не стал спать почему-то. Я думал, что меня сейчас скажут, ну думаю, дай попробую, может быть так выйду. И я так вышел, не надо было ничего доплачивать. Странно.
Вот, хотя, может быть, потом день на выезде из Гонконга счет придет. Сегодня вот когда с аэропорта ехал на автобусе, то я подошел, когда автобус, я приложил карту, ничего не списалось. Списалось у меня только в обед деньги. Я думал, я бесплатно доехал, как заяц, но не проходило, и в обед списали, то есть с задержкой. Поэтому вот как-то так. Пойдем посмотрим. Вечерний Гонконг. Где-нибудь место только найдем. Да, иду я. Места вообще нету здесь. Протолкнулся лето, особенно вечером, когда уже стемнеет. Все идут на набережную. И тут прям все забито. Но примерно вот так он выглядит. Это вот так вот выглядит терминал по покупке туриков этих проездных. Вот такая штукенция. Вот сюда закидываешь и тут выбираешь станцию любую, какую хочешь. Ну, например, вот я сейчас еду отсюда, вот сюда нажал, я вот сейчас так вот раз и все. Кидай деньги. Либо дальше 6. Пока если сюда поехать. Вот 13, вот так вот много проехать. То есть либо вот в обратную сторону будет 24 вообще, но тут ты весь город объедешь, считай. Примерно как-то так. Это работает. Везде в метро есть такие магазинчики всякие, в основном севены, здесь кто-то другой, но в основном севены. Вот такие веселые девчонки катаются по метро. Сейчас я приехал в Нан Лайн Гарден. Это парк в центре Гонконга, который окружен стеной, с очень ухоженной территорией и храмовым комплексом. Тут можно увидеть водяную мельницу и кафе внутри водопада. Пруд посреди парка с разноцветными рыбками. А если пройти дальше по мосту через дорогу, то вы попадете в храм, где на удивление очень мало народу, и можно спокойно все посмотреть и сделать несколько крутых фото. В целом, это место стоит того, чтобы его посетить, так как таких красивых и ухоженных парков немного. Да и тут есть на что посмотреть. Лайфхак вам. Зайдите в кафе под водопадом, и будут вам красивые фото. Также не забудьте про храм, где тоже получаются красивые фото. Сейчас приехал в один из самых больших и знаменитых храмов Вайтань. Примерно так он выглядит на входе. Здесь уже много туристов. Тоже на входе вот такие вот статуи. Храм-то храм, но есть эскалатор даже. Все удобства. Поэтому напрягаться сильно не стоит. Вообще, в целом, в храмах у них прям очень все сильно ухожено, все условия. Видно, что денег сюда вкладывается очень и очень много. Вот такие вот статуи тут разные. Какой непонятный паренек стоит с головой разных животных. Ну и ночью они подсвечиваются. Китайчонок кого-то изображает.
И везде эти благовония они свои носят и продаются. Я на входе, когда в метро заходил, очень много их продавало людей. Ну и вот тут они, скажем так, все обряды свои выполняют, там они свои благовония ставят. Здесь вот стоят разные опять статуэтки. Но выглядит все опять же очень красочно, очень красиво. То есть вот для меня, как со стороны просто сооружений каких-то и как все устроено, организовано, это все красиво и интересно. Когда чего оно на самом деле нужно здесь и так далее, буддистская эта история, это как бы далеко. Но сделано все красиво. И сразу же мужик стоит, убирается. Храм очень большой. Сейчас посмотрим, куда тут можно сходить. Где что интересного побольше посмотреть. Так, но, скажем так, хитрые они, мягко сказано, впаривают они эти благовония по $100. Ну, то есть там такая небольшая пачечка, их сколько, ну, штук 10-15, не знаю. Как бы $100 это, по-моему, слишком много. За $500 продают корзинки там со всякими непонятными, скажем так, ну, фрукты там какие-то, жертвоприношения, скажем так, как там, подношения, точнее, не жертвоприношения. Вот, с подношениями. И как бы $500, полтысячи баксов, как бы нехило так. Потому что на самом деле все это стоит $5, не больше. Вот, поэтому как-то так. Ну, вот такие фонтанчики там они доставят, кувшины каких-то. Вот сооружений таких храмовых очень много здесь разных. Все красочно, все красиво тоже, все ухожено. Постоянно, видимо, поддерживается. Вот здесь какое-то что-то ремонтируют сейчас, подкрашивают, видимо, и так далее. Ну, вот такие вот благовония, вот они вот таких вот палочек, их штук 10, вот они стоят $100. Ну, вот примерно вот так он выглядит сверху, если смотреть. Дрон у меня, наверное, здесь запустить не получится. Хотя сейчас посмотрим. Вот, и дальше проходишь. Тут вторая часть уже. Она уже такая больше поспокойнее. Тут туристов идет меньше. Тут как-то больше, наверное, все-таки проходят те, кто, скажем так, во все это верят, переносят подношения и так далее, и так далее. Хотя тут, скажем так, мостик над мостиком идет. Поэтому я, наверное, сейчас с другой стороны обойду и пройду сверху. Вообще есть карта, как тут куда передвигаться правильно. Что, скажем так, все друг друга не ходили, не толпились. Но из-за того, что идут какие-то еще ремонтные работы, сейчас где-то подкрашивают, что-то подремонтируют, особо карта это не работает, как я понял. Вот. Все пытаются как-то ходить так, но все равно в разнобой все ходят и все тоже снимают. Поэтому пойдем тоже сейчас кого-нибудь найдем, кого-нибудь посмотрим, кого-нибудь поснимаем. Тут интересные какие-то статуэтки стоят, мне понравились. Посмотрим. Ну, статуэтки такие уже потрепанные немножко. То есть какая-то оболочка проволока, а сверху ткань просто натянули, которая уже рвется. Ну вот, и еще один мостик, который уже сверху над маленьким. Тоже все очень красиво украшено разными цветами, разными какими-то украшениями, плафонными, фонариками какими-то.
Отсюда уже вид такой покрасивее немножко на пруд. И второй мостик, вот где я только что был. Ну и в принципе на весь храм, как все это выглядит. Но, кстати, в этом пруду есть не только рыбки, но и вон черепахи две сидят, позируют на меня, смотрят. Интересные. Причем одна другую лапкой обняла. И вот отсюда тоже видно, что много черепах плавает. Вот так выглядит старый китайский колледж. Железными воротами все, с высоким забором, через который не перелезешь. Все защищено от каких-либо непонятных действий. И ребят молодцы. Это я приехал сейчас в какой-то район, он один из самых старых. И здесь очень много трущоб, такой бедненький райончик, скажем так. И здесь вот дома даже с колючей проволокой, как будто это тюрьма. То есть один уровень, и еще было мало, сделали второй. Вот тут труханы сушат. Как бы так вот. И вот здесь таких домов очень много. Вот, например, прям совсем трущобы тоже. Все это какая-то колючая проволока, как будто тут что-то такое непонятное живет. Дальше вот уже идешь, вроде что-то более-менее дом какой-то поновее, очень высокий. Но тоже прям видно, что муравейник. Окна маленькие, квартирки, видимо, там тоже маленькие, и их очень много. И он очень высокий. Сейчас дальше пройду, там вот я уже вижу еще трущобы одни бедные. Совсем такой райончик видно очень сразу. Ну вот здесь именно, видимо, такой прям комплекс. Колледж и школа. И все это вот огорожено большим забором. Таким серьезным. Слушай, круто сделали. Чтобы лишний раз везде не заморачиваться, сделали в одном месте. Камеры понаставили, заборы большие сделали. Все охраняется, все спокойно под присмотром. Вот именно такая вот история. А во дворе ребята что-то сидят, обсуждают план, бизнес. Наверное, акционеры какие-то китайские. Ну, посмотрим, как тут внутри. И вот так вот вверх смотришь, и край не видно. Снизу выглядит вроде бы неплохо, интересно. Но по факту жить, я думаю, что не очень приятно. Хотя внутри самого ЖК вроде бы все неплохо. Детские площадки вон есть, бабушки местные сидят, тусуются, что-то делают. Надеюсь, нас не выгонят ниоткуда. Кто-то скажет, что какой-то не местный тут пришел, что-то делает. Ну и вот сразу же по соседству следующее здание вот стоит уже прям такой гнилой какой-то аж. Не особо хорошие. Ну вот эти здания, вот это вот и вон то дальше, это такие, знаете, наших а-ля постройки 90, наверное, там 5-го, 99-го годов, таких вот, может, начала даже 2000-х. А вот это уже прям какие-то там 70-е, 60-е, наверное, то и раньше еще. Скорее всего, и раньше. Тут прям совсем все плохо. Хотя внизу вон магазинчики себе все делали,
обустроили. И ходят, смотрят. Да, мать? Она тоже глаза открыла. Говорит, сама в шоке с этого района. Но все равно вокруг даже все чисто. Нету каких-то там ребят, скажем так, грязных, неухоженных, которые вечно просят. Все культурно, все аккуратно. Так, ладно, пойду я буду культурно, до пешехода дойду. И перейду на ту сторону, там посмотрим, что есть. Это, к слову, Гонконг, который просто вот обычный Гонконг жилой. Не, скажем, бизнес-районы и не районы, которые вокруг набережной, в принципе, в основном они все. Не прокатило мне взять китайских булочек. Вроде нормальная такая была пекарня. И, скажем так, хорошими ценами, но не прокатило. Вот, а вот еще нашел какой-то магазинчик, тут суши продают, вот, примерно как я вчера снимал в торговом центре, тут ценники прям хорошие, адекватные по сравнению, конечно, с тем, что я вчера брал, видел. Вот, тут я, наверное, сейчас и перекушу, причем и водичка, вот, и чаи, все есть, и по очень неплохим даже ценам. Круто. Это мы берем. В общем, хотел поесть, сейчас не поел. В итоге наличные вчера то, что снимал, за визу заплатил, там осталось мне $100, уже потратил их, и все. А карты вообще нельзя расплатиться здесь. Можно, ну мало где, прям очень мало. Есть какие-то кафешки, там пекарни хорошие, очень популярные у местных, и там все очень вкусно и по ценникам хорошо. Но там карты не принимают, принимают только местную карту, какая-то Octopus, но у меня нет, соответственно, поэтому надо сейчас опять снимать эти, вот, и покупать. Не очень удобно, конечно, эта вся история. Причем карты не принимают вообще никакие, ни иностранные, ни российские, никакие, ни Union, ни Visa. Поэтому в этом проблема. Ну, если какие-то большие прям кафешки, то вот в одну сейчас заходил, там есть. Но там как-то по идее не особо не понравилось, все острое прям. И как-то я острое не особо люблю и не стал я там ничего брать. Сейчас дойду до банкомата, какого-нибудь сниму и пойду уже нормально возьму поесть. И покажу, наверное. Вон еще одна пекарня на той стороне, интересно. Вот таких вот пекарен тут много очень, и они все вкусные. Вот. Это китайская история. В Китае их очень много. В Гонконге не так сильно, я их прям очень много замечаю. Но вот такой тоже райончик, где все старое очень. Хотя сам перекресток вот этих всех домов старых выглядит очень таки прикольно. И на дороге все вроде чисто, как ни странно. Есть вот такие еще рыночки в Гонконге. Уличные, причем это вот в этом же районе, скажем так, не особо хорошем. И тут куча всего продается. Вот дядя что-то шьет. Наверное, дядя тапочки шьет он. И все это посреди вот таких вот непонятных халуп, трущоб. Жестко где он. Труселя, матрасы сушатся, висят и так далее. Что только нету. Блин, ну продается много всего. Это как в детстве, знаешь, идешь и все вроде хочется купить и понимаешь, что ну зачем, оно не нужно. Поэтому ну, так много всего прикольного, интересного, необычного. Много азиатского. Такая здесь движуха. Мясо продают, вещи, еду. Ну, что-то уже на китайскую похоже еду. Ну, в целом, примерно, рынки здесь такие. Колоритные, китайские. Ну, причем мне напрягает. Не знаю, почему меня китайцы как-то вот по душе, не знаю, не напрягают они меня. Мне так, например, когда я был в Малайзии, снимал про Куала-Лумпур и там заходил на рынок,
И вот там много индусов было, но как-то они мне вот некомфортно немножко просто было на рынке на этом. Вот, а вот с китайцами как-то покомфортнее. Может быть, привык, то, что раньше жил на границе с Китаем и их часто видел как-то, может, поэтому. Но с ними как-то проще. Хотя они такие тоже надоедливые ребятки. Своеобразные, скажем так. Девчонки с работы идут. Вот такие есть тоже. Несмотря на то, что район такой не очень благоприятный, скажем так. Но вот есть такие вот улочки прикольные с скамейками. Можно посидеть, повтыкать телефон, вот как она делает. Ну, примерно вот так вот вся эта история выглядит. Беседка. Бэнк. Выбираем английский. Еще раз пин-код просить. Сейчас себе. Почему? С визы снимал, не было такого. Ну вот так вот выглядит примерно гонконгские $500 купюры. Пойдем посмотрим, какие тачки местные. $180 можно разогнаться в последний путь. И вот такой. Вот это для деливии электричка. Это тоже для деливери, наверное, больше. Но зато с крышей. Все, закинул и погнал доставлять пиццу 4 сыра. Китайцы тоже, ребята, такие приветливые. Просто зашел в какой-то магазинчик, продают там мотоциклы всякие и так далее. Зашел, спокойно мужик вышел, владелец. Показал все. Постоял рядом со мной. Все, я ушел, он спокойно пошел дальше своими делами заниматься. Никаких косых взглядов не было и так далее. Добрые, нормальные ребята. Ну вот опять трущобы начались. Только чуть отошел от них, но сейчас обратно в другую сторону иду. И опять они вот. А вот какой-то еще интересный торговый центр. Такой блестящий, переливающий разными цветами. Высокий. Это я уже двигаюсь ближе в сторону центра. И сразу же начинает немножко все преображаться. По улицам, по зданиям, по народу происходит. Такие, скажем так, туристов много сразу становится. Так, ну касаемо виз по поводу Китая, документы сегодня в 4 я забрал, в начале 5-го. По процессу есть 3 варианта оформить: 4 дня, 3 дня и 2 дня. Я брал первый вариант, точнее наоборот, третий, самый дорогой. Цена у них 500 или 550, 950 и 1520, соответственно, в зависимости от того, чем быстрее, тем дороже. Я брал самый дорогой, потому как мне надо было быстрее, чтобы взяли мне визу. И по процессу самому примерно как и везде, но они хитропопые ребята. Мало того, что у них тут визы оформить в Китай, что везде в других странах оформляется один и тот же ценник, у них этот ценник вообще другой, непонятно откуда у них ценник, но вот он дороже в 5 раз, чем в других местах, ну в 5, в 4, вот, то есть при этом они парят мозг очень сильно, то есть чтобы туда попасть, надо первым писаться в посольстве на сайте этого визового центра. Перед этим заполнить анкету, ну стандартно, там ничего сложного нету, все просто.
Вторая история — это то, что фотография мне понравилась. Иди у нас фотографию делай, говорит. У них фотография сколько стоит? Короче, у них фотография стоит $90. $90! Это что за фотограф такой сидит? По-моему, в этой будке фотограф реально сидит, который потом печатает быстро на принтере и тебе выдает. Вместо автоматической машины. $90! Это чуть больше 1000 рублей за фотографию. Вообще неадекватные. При том, что где-то также рядом можно сделать фотографии дешевле. Потом они мне уже говорили. В итоге я не стал делать фотографию. Опять третий раз пошел уже в наглую к часу. Потому что до часу надо было подать документы, чтобы успеть на следующий день. И я все отдаю, она что-то так смотрит. Другая уже была, третья. К фотографии ничего не придираю сначала. Потом я ей сказал, что мне нужно срочно завтра виза. Она мне там удивлена была такая. Видимо, никто не оформляет такие дорогие визы. Сразу все нормально появилось. Ну, как узнала, какую хочу делать. Хотя у меня изначально было записано. Кошки, она начала прикапываться тоже до фотографии моей. Я говорю, да берите эту фотографию, я не буду ничего больше делать, говорю. Это нормальная фотография. Я говорю, такой же подавался до этого, предыдущая мне виза китайская была. Она там, скажем так, воняла на китайском что-то, потом на ломаном английском. Ее английский это такой же, как китайский примерно звучал. Вот, быстро, непонятно и вообще не разобрать было. Вот, в итоге она мне написала, она приняла, у меня другая какая-то еще пришла, фотографии эти все поразрезала на отдельно, у меня были 3 штуки в ряд такие. И она по отдельности подрезала эти 4 и все, и прилепила. Говорит, окей, пойдет. А та, которая принимала изначально, она говорит, что не-не-не. И написала мне на листочке на ячейке, которую я оплатил когда на английском, что ваши фотографии no good могут не принять, а могут не акцептовать. Я думаю, слушайте, за такие деньги вы мне должны в отель еще привезти как бы $1500, как бы, ну, куда? Хоть и гонконгских, какая разница, все равно это 18 000 рублей почти вышло у меня. С учетом того, что я снимал здесь наличными, не только наличные принимают, либо их местную карту местного банка, там, визу, либо мастер, ну, либо октопус это. Вот, другие никакие не принимают карты, хоть на сайте написано это, поэтому либо кэш, либо их местная карта, скорее всего, если вы иностранец, то это кэш только. Банков поблизости много, как бы я в HSBC пошел, снял напротив, там, и все, это все просто, конечно. Но вот мозг мне парили вот по этому фотографии. Я сказал, фотку я не буду никакую делать за 1000 рублей, как бы, я говорю, что, они адекватные, как бы. У меня вся поездка в Гонконг вышла 1000 рублей. Мне фотографию за 1000 рублей предлагаете сделать. Вот. Ну, это такая шутка, но как бы в итоге она меня там, скажем так, пугала тем, что мне не сделают, не одобрят визу. Я говорю, слушай, ну, не выдумывай, говорю, сказки. Все нормально будет. Не очкуй, не первый раз. Вот. Ну, в итоге все нормально, я сегодня пришел, визу у меня никаких вопросов не было, и все, и я на днях поеду в Китай. Вот. Поэтому выпуском с Китая много-много-много быть. Все, всем пока. Вот и подошел к концу первый выпуск из Гонконга. В следующем выпуске я расскажу о другой его стороне, о красивом и современном, с музеями и выставками.